Всем привет! Сегодня у нас, надеюсь, интересный расклад. Как тебе выйти на новый уровень сознания? Ответ для всех трех вариантов: идите в проживание арканов и выйдите. Но не все себе могут позволить такой подарок, поэтому, поэтому решил сделать расклад. Это будет не как проживание, сразу говорю, потому что проживание это работа долгая, тщательная. А мы просто давайте посмотрим расклад. Кто реально готов сделать себе подарок, потешить себя, как сказать, не потешить себя, а вот сделать своей жизни подарок, то добро пожаловать. Ссылки будут в описании к видео и в закрепленном комментарии. Но это только для тех, кто, как говорится, умеет думать и, соответственно, готов себе делать подарки. Тот, кто не готов, начнем наш расклад. Единички. Первая карта сигнификация, остальные читаем парно. Кто ты, что ты за человек. Ну, ты выживальщик. Вот я по-другому даже сказать не могу. Ты привыкла выживать вот в сложных условиях. Не просто жить, нет, а вот именно выживать. У тебя такая вот железная закалка, которая появляется только у тех, кто прошел через очень многую не попу, а трудности. Ты умеешь обходиться малым. Выходы находишь там, где другие хрен чего найдут. И на плаву держишься, но не как какашка, да, а вот как умничка. Понимаешь? Но в чем проблема? Ты очень сильно привыкла к этому режиму борьба за существование. Что ты даже когда жизнь стала лучше, продолжаешь жить, как будто завтра наступит конец света. Экономишь на всем, тратить деньги боишься даже на самые необходимые вещи. Отказываешь себе даже в овсяном печенье. А овсяное печенье, я тебе сколько раз говорил. Вот у меня есть традиция, я каждый вечер завариваю ромашковый чай. Хочу я есть, не хочу, но вот овсяное печенье вот так макаешь в ромашковый чай, в зеленый. Ой, это очень вкусненько. Поэтому не отказывай себе в овсяном печенье. Никогда. А что ты сейчас делаешь? Всегда покупаешь самое дешевое. Вот даже если деньги есть, дешевое, дешевое, дешевое. В одежде в старой ходишь, хотя ты можешь себе позволить получше. Ты можешь, ты можешь. Ты очень самостоятельная. Но эта самостоятельность, она превратилась у тебя в замкнутость. Ты привыкла рассчитывать на себя только, помощи не просить. Все тащишь на своих плечах. Даже когда кто-то предлагает помочь, ты отказываешься. Потому что ты не веришь, что кто-то сделает это искренне и без подвоха. Твоя сила в том, что ты несгибаемая. Но слабость твоя в том, что ты не умеешь принимать хорошее в свою жизнь. Ты знаешь, ты как будто застряла в режиме выживания и не можешь перейти в режим жизни. Поэтому я тебя жду обязательно в проживании арканов. Если даже оно тебе не нужно, зайди в магический чат. Разговаривай с девочками, там все открываются. Так что тебя держит на старом уровне сознания? Но ты себе клетку создала золотую из твоих привычек и боишься из нее выйти. У тебя есть свой вот, как сказать, устоявшийся мирок. Работа, дом, парочка близких людей, и этого тебе хватает. Ты даже гордишься тем, какая у тебя стабильная, предсказуемая жизнь. Но на самом деле эта стабильность, она твоей тюрьмой же стала.
Ты боишься что-то в своей жизни менять, потому что ты думаешь, что любые перемены, они приведут к катастрофе. Вот помнишь те времена, когда все было плохо у тебя? Вот ты и живешь так, чтобы больше никогда не оказаться в подобной ситуации. Поэтому ты выбираешь безопасное во всем. Там в работе, в отношениях, на выходные. И самое главное, ты перестала мечтать. Вот серьезно. Когда тебя спрашивают о планах на будущее, ты что говоришь? Что-то такое в огород съездить, там вот это, что-то такое общее и скучное. А внутри у тебя куча желаний есть, которые ты считаешь какими-то там несбыточными или там глупыми. Ты научилась жить маленькими радостями и убедила себя, что это и есть счастье. Но знаешь, хуже всего то, что ты стала избегать людей и новых знакомств. Сидишь дома, не ходишь на мероприятия, отказываешься от любых приглашений. Говоришь такая себе: «Мне и так хорошо, не нужна мне вот эта суета». А на самом деле ты просто боишься, что люди увидят, что ты застряла в одной точке, и ты не развиваешься больше. Какой шаг приведет тебя к прорыву сознания? Ну, знаешь, что нужно? Вот начни планировать что-то масштабное и далекое. Не на завтра, не на следующую неделю, а вот на год-два вперед. И планируй не что-то там практичное и разумное, а то, что действительно заставит сердечко твое биться быстрее. Это может быть там смена профессии, обучение на новую профессию, переезд, свое дело открыть, что угодно. Что вот кажется тебе сейчас невозможным, вот выбери это. Ты привыкла вот жить от зарплаты до зарплаты, от выходных до выходных, а нужно начать жить от мечты к мечте, понимаешь? Но не просто мечтать, а реально планировать шаги к этой цели. Вот как в проживании намерения. Изучай там вот этот вот, как сказать, рынок профессий. Откладывай деньги, получай новые навыки, получай новые профессии. Самостоятельно на психолога выучись. Нужно человеком стать, который не просто дни проживает, а строит будущее, понимаешь? И тут самое важное, тебе нужно перестать на себе экономить. Начни тратить деньги на то, что делает тебя лучше. Это могут быть книги, одежда, там, путешествия. Не потому, что это необходимо, а потому, что ты этого достойна. Ты так долго жила в режиме экономии, что ты забыла, что деньги нужны, они не для того, чтобы их копить, а для того, чтобы они работали на твое развитие. И самое главное, начни думать о себе как о человеке, у которого все впереди, а не как о том, кто уже все пережил. Ты не выживший после катастрофы, ты первопроходец, который идет к новым вершинам. И когда ты по-настоящему это поймешь, то все в твоей жизни изменится. Те, кто в проживании арканов, это маг и император немножко. Что ждет тебя на новом уровне? Но, знаешь, самое интересное тут. На новом уровне сознания ты станешь человеком, который умеет получать то, что хочет, не спрашивая ни у кого там мнения, разрешения и прочую шелупонь. Ты знаешь, ты научишься брать то, что тебе нужно, и не чувствовать себя виноватой за это. Больше не будет никаких «а вдруг кто-то подумает не так? А имею ли я право там на такое-то счастье?» Ты станешь мастером своей жизни. Будешь легко обходить всякие препятствия, лазейки находить там, где другие только в стену упираются своими рогами. Научишься играть по своим правилам, а не подстраиваться там под какие-то чужие ожидания. И самое классное, у тебя появится вот эта самая наглость, которой тебе всегда не хватало. А тебе ее ой как не хватает, как воздуха. Но, знаешь, цена этого прорыва тоже есть.
ты потеряешь некоторых людей из своего окружения. Вот тех, кто привык к тебе как к покорной, как к удобной, они не примут новую версию тебя. Будут говорить, что «Ой, ты изменилась не в лучшую сторону, ты стала эгоисткой». Некоторые подруги отвернутся, потому что им было комфортно рядом с тобой, которая несчастная. Потому что они тобой тешили свою самооценку. И пройдешь ты через вот этот период, когда, знаешь, будешь чувствовать себя одинокой. Старые связи порвутся, новые еще не появятся. И это будет больно, потому что ты поймешь, сколько людей было рядом с тобой не по любви, а по привычке. Ну или из жалости, или чтобы свою самооценку потешить. Ну, когда эта борьба закончится, буря, то, ты знаешь, ты окажешься в совершенно другом мире. Рядом с тобой будут люди, которые ценят тебя сильную, а не жалеют тебя слабую, понимаешь? И просто поймешь, что одиночество среди равных, оно гораздо лучше, чем компания тех, кто тебя не понимает и кто просто тобой пользуется. Понимаешь? Обязательно приходи в проживание, это все ты проработаешь, и мы перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки. Первая карта сигнификация, остальные все парно читаем. И первое, кто ты, что ты за человек. Ну, знаешь, ты всегда, как сказать, у тебя всегда много идей, много планов. У тебя в голове постоянно крутятся новые проекты, новые начинания. Ты прям возможности везде видишь. То есть ты из тех, кто может загореться какой-нибудь идеей за 5 минут и тут же начать что-то делать. Энергии в тебе хоть попой жуй. И когда ты чем-то увлекаешься, то ты можешь сутками даже не спать, работая над своей вот этой задумкой. Но проблемы есть. Ты постоянно начинаешь новое, не доводя до конца старое. У тебя дома куча недоделанных проектов, курсов, непрочитанных книг. У тебя почти все книги ты дочитал до середины, а то или если вообще читала. Ты как бабочка, с цветка на цветок, но нигде долго не задерживаешься ни на каком цветке. Общительно это очень. Знакомишься с людьми вот просто, вот как на раз-два, но глубоких отношений у тебя мало. Все в тебе видят вот эту веселую, легкую женщину, с которой интересно, но никто не воспринимает тебя всерьез. И это тебя бесит, потому что внутри у тебя есть глубина, которую, мало кто замечает. И ты очень талантлива. Вот прям руки у тебя золотые и голова светлая. Но ты тратишь свои способности, свою энергию по мелочам. Хватаешься за все подряд, и в итоге ничего толком не получается. Не хватает тебе упорства и терпения, чтобы довести хотя бы одно дело до конца по-настоящему хорошо. Приходи в проживание, и это ты проработаешь в маге и в императоре. Что держит тебя на старом уровне сознания? Ну, знаешь, ты попала в ловушку собственного везения. У тебя по жизни все так как-то само собой складывается, без особых усилий. Там работу находишь легко, там деньги появляются, проблемы сами по себе решаются. И ты привыкла к тому, что жизнь тебя балует. Из-за этого ты перестала бороться по-настоящему. А зачем напрягаться, если и так все получается, да? Зачем дело доводить там до совершенства, если полуфабриката хватает для нормальной жизни?
И ты живешь в режиме минимальных усилий, потому что этого хватает для комфортного существования. И вот самое главное, ты боишься этого вот везения лишиться. Каждый раз появляется возможность новая, ну, чтобы серьезный шаг вперед сделать. И тут у тебя в голове: а вдруг не получится, а вдруг я потеряю то, что имею, а это не мое. Поэтому что ты делаешь? Остаешься на безопасной территории, где все знакомо, предсказуемо, и вот этот, как его, паучок-павлик на месте. Ну, то есть ты стала заложницей своего комфорта. Амбиции есть, мечты есть, желания есть, но ты их на потом откладываешь. Говоришь себе там: еще немножко подожду, там еще немножко денег подкоплю, потом займусь. Но вот это потом, оно никогда не наступает, потому что становится все комфортнее и страшнее что-то менять. И хуже всего то, что ты начал сравнивать себя с другими, и этим успокаиваешься. Смотришь там на подружек, да, которые мучатся там на нелюбимой работе или там с нелюбимым мужиком, и думаешь: а у меня и так все неплохо. Но неплохо — это не отлично. И ты это каждый день чувствуешь. Какой шаг приведет тебя к прорыву сознания? Этот проживание арканов. Все, приходи в проживание арканов. Но по картам, если, то это не просто будет. Тебе нужно научиться управлять хаосом в своей голове и направлять всю вот эту энергию в одно русло. Не хвататься за 5 дел одновременно, а выбрать одно, самое важное, и до конца его довести, несмотря ни на что. Вот как девочки в маге делают. Но маг им дает энергию на это, поэтому приходи в проживание арканов, когда после шута зайдешь в мага, доведешь все до конца. Если ты не можешь себе позволить такой подарок, то выбери какой-нибудь проект, который тебя действительно зажигает. Не тот, который принесет быстрые деньги, не тот, который одобрят подруги, родители и так далее, а вот именно тот, от одной мысли о котором у тебя глазки загораются. И дай себе слово, что ты будешь заниматься только им, пока результат не получишь. И знаешь, самое сложное, тебе придется столкнуться с сопротивлением. И вот это сопротивление, оно будет не только внешнее, но и внутреннее. Потому что люди будут говорить, что ты зря время тратишь, что надо быть там, как сказать, этим пессимиздюк, как по-другому сказать-то это слово? Реалистом, понимаешь? Деньги закончатся, ты не то делаешь, это не твое, и будут дни, когда ничего не получается, и захочется все бросить. Особенно вот очень много девочек не выдерживают шута даже. И вот меняются же от чего люди? Что они продолжают. А вот все бросают на полпути, а потом думают: а чё жизнь такая несправедливая? Потому что бросаешь. И знаешь, вот фишка в чем? Именно вот когда вот эта борьба и сопротивление будет, вот тогда ты и будешь расти. Не потому что все получается, а как раз наоборот, потому что ни хера не получается. И каждый раз, когда захочется сдаться, а ты не сдашься, это и есть твоя сила, понимаешь? Ты от этого будешь становиться сильнее. Каждая маленькая победа над собой, она будет добавлять тебе уверенности в себе. Понимаешь? И перестать нужно искать легкие пути волшебной палочки. И начать делать то, что трудно. Потому что, знаешь, вот эти волшебные палочки, пути легкие, они ведут туда же, где ты сейчас и находишься. Понимаешь? А прорыв происходит только тогда, когда ты готова пройти через все неудобства, через неопределенность, через апатию, через трудности времени ради большей цели. Только так люди растут. Они говорят: это не мое, я не могу, все, и до свидания.
Что ждет тебя на новом уровне сознания? Совсем другая жизнь. Ты просто поймешь, что такое настоящая сила. Не та, что делает легко, понимаешь, а та, которую ты выковываешь, ну, этот, как его, ну, выковываешь, ну, как куют, который ты скувала в борьбе с самой собой, с обстоятельствами и со всем внешним миром. У тебя появится вот этот внутренний стержень, который не сломается ни при каких условиях. Сейчас тебя вот так вот и все. Ну, конечно, сначала придется пройти через растерянность, через страх. Ты поймешь, что многие твои убеждения о себе и о мире, они были иллюзией. То, что тебе важным казалось, окажется просто мелочь, которая недостойна твоего внимания. Люди, которых ты считала там подругами, они свое истинное лицо покажут. И это будет больненько, но это будет необходимо. Понимаешь? И научишься ты контролировать свои эмоции и импульсы. Ты больше не будешь метаться от одной идеи к другой, потому что ты научишься отличать временное увлечение от настоящего призвания. И появится вот эта самая мудрость, которой раньше тебе не хватало. То есть умение видеть ситуацию целиком, а не просто там какие-то ее яркие моменты. И самое классное, ты станешь человеком, к которому будут обращаться все. Не потому, что ты будешь все знать, а потому, что ты научишься находить силу там, где другие только забор с 3 буквами видят. И твоя энергия из хаотичной превратится вот в мощную направленную силу. Понимаешь? На новом уровне ты поймешь, что все то везение, которое у тебя было раньше, оно было не случайностью, а подготовкой к чему-то большему. И ты научишься не просто вот по течению плыть, да, а управлять этим течением. И тогда у тебя получится все то, что ты даже не мечтала, даже боялась мечтать. Поэтому приходи в проживание арканов, в маге и в императоре ты это на 100% сделаешь. Так, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Ну, у вас вообще все понятно, да? Сразу напомню, первая карта — сигнификация, кто ты, что ты за человек, остальные читаем парно. И ты знаешь, ты вот такой человек. У меня жизнь всегда проходит мимо. У тебя вот все вроде бы есть, да, там работа, жилье, возможно, даже отношения, но внутри постоянно мысль такая, и все это. И это все. Неужели это и есть, да, там взрослая жизнь, о которой я мечтал? И вот смотришь ты на свою жизнь и понимаешь, что она какая-то пресная, серая, без вкуса, без остроты, сладости нету. То есть как вату жуешь. Ты очень чувствительна к настроениям и к эмоциям. Ты можешь целый день ходить с кислой миной из-за того, что кто-то неправильно на тебя посмотрел или сказал что-то не то. А потом сама себя за это ругаешь, потому что ты понимаешь, мелочи, они не стоят таких переживаний. Но ничего ты с собой поделать не можешь. Внутренний мир у тебя богат, но ты его прячешь ото всех. Людям показываешь только вот эту как верхушку айсберга. Веселую, общительную, успешную женщину. А внутри у тебя целая вселенная мыслей, целая вселенная чувств, мечтаний, которым ты ни с кем не делишься. Боишься, что не поймут, посмеются, осудят. И знаешь, самое главное, ты постоянно ищешь что-то большее, чем то, что имеешь. Тебе не хватает глубины в отношениях, не хватает смысла в работе, ярких впечатлений в жизни не хватает. Ты вот как будто застряла в сером вот этом болоте рутины,
А душа же требует красок, приключений, вот этого вот всего. И это желание, оно и мотивирует тебя, и мучает. Вот одновременно. Что держит тебя на старом уровне сознания? Ну, знаешь, что происходит? Ты как жонглер в цирке, который постоянно кучу вот этих мячиков, тарелок в воздух подбрасывает и боится, что хоть один упадет. У тебя миллион обязательств. Работа, родители, бабушка, которым нужно помогать, подруги со своими проблемами, квартплата и так далее. И ты постоянно мечешься между всем вот этим, пытаясь всех устроить и ничего не забыть. А еще ты контролер по жизни. Тебе вот кажется, что если ты хоть на одну минутку расслабишься, то все у тебя рухнет. Поэтому что ты делаешь? Ты, как говорится, держишь руку на пульсе. Каждой мелочь в своей жизни. Планируешь на месяцы вперед, списки дел ведешь, переживаешь там о том, чего еще даже не случилось. Твой разум как компьютер, который постоянно риски и варианты просчитывает разных развитий событий. И вот эта твоя комбинация, постоянная занятость плюс желание все контролировать, она превратила тебя в человека, который живет исключительно головой. Ты разучилась чувствовать. Ты разучилась доверять интуиции. У тебя каждое решение ты через логику прогоняешь. Взвешиваешь плюсы, минусы и ищешь самый безопасный вариант. И вот хуже всего то, что ты стала считать любые спонтанные желания и порывы признаком безответственности. Захотелось куда-то поехать, сразу думаешь про деньги, про отпуск, про работу. Человек понравился, думаешь там, подходит ли он по всем пунктам моего списка. Ты заперла себя в клетку из логики и обязательств, и теперь ты боишься оттуда выйти. Какой шаг приведет тебя к прорыву в сознании? Проживание аркана. Но так как ты не можешь себе это позволить, да, себе такой подарок, поэтому нужно научиться ждать. Но не в смысле сидеть сложа руки, да, а вот научиться терпеливо работать над чем-то долгосрочным, не ожидая быстрого результата. Потому что ты привыкла к тому, что результат должен быть сразу виден. Сделала работу, получила зарплату. Позанималась спортом, сразу сбросила 500 тысяч килограмм. Тут речь как раз о другом. Выбери что-то, что потребует от тебя месяцы или даже годы упорной работы, без гарантии успеха. Это что может быть там? Изучение нового языка, написание книги, создание своего какого-нибудь бизнеса, сложное хобби какое-нибудь. Или вот пазл на 10 тысяч деталей. То есть что-то такое, где не получится форсировать события. И нужно просто делать свою работу каждый день, доверяя этому процессу. И знаешь, самое главное, это вот начинание должно быть твоим. Не для мамы, не для мужа, если он у тебя есть. Не для того, чтобы впечатлить там подруг и так далее. Только для тебя. Понимаешь? То есть что-то, что вот заставляет тебя просыпаться утром вот с предвкушением, что что-то вот, как сказать, вот произойдет. Понимаешь? И готовься к тому, что первое время будет казаться, что ничего не происходит. Ты будешь заниматься этим своим делом, а видимых изменений не будет. Вот тут и понадобится терпение, потому что настоящие изменения, они же происходят вот не на поверхности, а внутри глубоко. И когда они наконец-то проявятся внешне, ты удивишься, насколько ты изменилась. И вот этот процесс, он тебя научит жить не результатом, а процессом. Ну вот я считаю, что самое идеальное будет это вот пазл, где 10 тысяч деталей. Это очень хороший вариант. Что ждет тебя на новом уровне сознания? Ну знаешь, ты человек, который станет задавать правильные вопросы.
Не те, на которые там легко ответить, а те, которые заставляют думать и копать глубже. То есть ты научишься суть видеть, а не только поверхность. Станешь той, к которому люди, вот человеку идут не за советами, а за тем, чтобы разобраться в себе. Понимаешь? И у тебя разовьется невероятная способность людей насквозь видеть. Не в плохом смысле, а в том, что ты будешь вот понимать истинные мотивы людей. Страхи людей, желания людей. Ты сможешь различать, когда человек правду говорит, а когда этот врет. Понимаешь? И это может быть и благословением, и проклятием, потому что иногда правда больно. Понимаешь? Потому что правду больно слушать. Больненько. Но цена прорыва, знаешь, тебе придется провести много времени в одиночестве. Не потому, что тебя бросят, нет, потому что ты сама захочешь побыть сама с собой наедине. У тебя будет потребность в тишине и покое, чтобы вот все переварить, что ты поняла там о себе, о мире и так далее. И ты можешь на время отойти от активной вот жизни. Меньше с подругами встречаться, больше времени дома проводить или там наедине с природой, например. И это будет правильно, потому что тебе нужно будет, знаешь, новое понимание жизни интегрировать в свою повседневность, в свой быт. Понимаешь? На этом этапе вот эти отношения старые, они закончатся, скорее всего. Ну или изменятся. Ты просто поймешь, что некоторые люди в твоей жизни находятся потому, что вы друг к другу привыкли, а не потому, что между вами какая-то связь есть. И это будет грустно, ты почувствуешь, как сказать, грусть, но это будет и облегчение, потому что не нужно будет играть роль и подстраиваться там под чужие какие-то ожидания, как ты это привыкла делать сейчас. Ну, а если ты готова сделать себе подарок, если ты разрешишь себе этот подарок, то приходи в проживание арканов. Ссылка в описании к видео в закрепленном комментарии. И помни, что дед всегда рядом.